Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. В последние 3 дня по городу Москве была объявлена глобальная операция под названием «Перехват». В последние дни службы полиции и ОМОНа работали по напряженному графику, проводили следственную работу и тщательную оперативную проверку. 5 дней назад произошло чрезвычайное событие. Известная спортсменка, общественный деятель и супруга пресс-секретаря Татьяна Навка после концертного выступления в городе Нижний Новгород к назначенному сроку не появилась дома и перестала выходить на связь. Встревоженный пресс-секретарь обратился в органы полиции и во все больницы и попросил помочь найти его супругу. На протяжении 4 дней тщательно проверялись все перемещения Татьяны Навки, куда она поехала после концерта в Нижнем Новгороде и прилетела ли с гастрольных выступлений в город Москву. Однако неожиданная печальная разгадка чрезвычайного события произошла сегодня рано утром. Никто и не мог предположить, что Татьяну Навку надо было искать вовсе не за сотни километров, а буквально в нескольких метрах у своего дома в подземном гараже. Чрезвычайная ситуация заключалась в том факте, что Татьяна Навка пропала не одна. На гастрольном туре в Нижнем Новгороде она была вместе со своей старшей дочерью Александрой Жулиной, с которой вместе и пропала несколько дней назад. Сегодня рано утром в городе Москве в полицейский участок номер 7 позвонил дворник Федор Алексеев и сообщил, что в подземном гараже, где он совершает уборку, открыта дверь, а из нее исходит странный запах. После необходимой проверки полицейские прибыли на место происшествия. Спустя некоторое время стали известны подробности трагической ситуации. Стало известно, что Татьяна Навка вместе с дочерью после концерта благополучно вернулись в Москву и возвращались домой. Однако за несколько сот метров около подземного гаража произошло чрезвычайное событие. Группа преступников с целью ограбления совершили нападение на Татьяну Навку и ее дочь Александру Жулину. По всей видимости, женщины сопротивлялись, поэтому они оказались в подземном гараже. К сожалению, во время чрезвычайного события погибла дочь Татьяны Навки Александра Жулина, которая пролежала в подземном гараже почти 5 дней. Сама Татьяна Навка получила травмы разной степени и сотрясение мозга, находилась в бессознательном состоянии, поэтому не могла выбраться из гаража и сообщить о происшествии. На данный момент по факту нападения возбуждено уголовное дело. К слову сказать, что еще несколько месяцев назад Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь, находились в камере временного задержания по обвинению в ведении незаконного коммерческого бизнеса и покушения сотрудников антикоррупционного комитета. Однако при помощи Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка и пресс-секретарь на данный момент находятся на свободе. Также стали известны и другие новости. В минувшие выходные в городе Москве был установлен памятник легендарному советскому и российскому актеру, члену антикоррупционного комитета Александру Анатольевичу Ширвинду, который ушел из жизни весной этого года. Наконец-то вышли на связь сотрудники антикоррупционного комитета, которые участвовали в опасной проверке: Антон Макарский и Вера Алентова. Артистов искали почти 4 дня. Причина оказалась несерьезная – технические неполадки. По этой причине Антон Макарский и Вера Алентова не смогли выходить на связь. Член комитета, известный композитор Раймон Паулус, перенес срочную операцию на сердце. На данный момент состояние здоровья артиста средне-тяжелое.
В этой же больнице находится и другой член комитета, известный актер Василий Ливанов. К сожалению, состояние Василия Ливанова до сих пор критическое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.